Гибкий камень. Характеристика и особенности работы. Гибкий камень является наиболее удачной попыткой воссоздать природный материал. Несмотря на сравнительно недавнее появление на строительном рынке, продолжает завоевывать свою заслуженную популярность. Гибкий камень обращает на себя внимание не только строителей, отдающих предпочтение изысканным строительным материалам природного происхождения, привлекающим внимание не только качеством, но и ценой. Материал, предоставляющий собой срез песчаника посредством полимера, соединенный с текстильной основой, не только характеризуется визуальным сходством с природным камнем, но и по износостойкости ничуть не уступает своему первоначальному прототипу. О декоративных качествах и упоминать нет смысла, они во многом превосходят натуральный камень, что также имеет немаловажное значение в растущей популярности материала. Итак, поговорим о гибком камне, его достоинства и недостатки, а также особенности монтажа гибкого камня в домашних условиях. Все это будет подробно рассмотрено в настоящей статье. Гибкий камень. Технология изготовления. Уникальность гибкого камня начинается еще с технологии его изготовления. Производство уникального материала осуществляется вручную, непосредственно в месте добычи песчаника, который является исходным сырьем для его изготовления. Обычно это карьеры или местность неподалеку от них. Специалисты в сфере производства гибкого камня отбирают подходящие срезы исходного материала соответствующей фактуры, после чего шлифуют их до тех пор, пока не достигнут их идеальной гладкости. Далее в процессе работы используют акриловую дисперсию, которую наносят на заранее подготовленную основу и наклеивают текстильный материал. К нему прилипают мелкие частицы песчаника, оставляющие на текстильной основе отпечаток естественной фактуры песчаника. Дождавшись застывания акриловой дисперсии, основу снимают и высушивают на солнце. Использование акриловой дисперсии позволяет не только склеить частицы песчаника, но и достигнуть идеальной прочности, гибкости и износостойкости новейшего строительного материала гибкого камня. Производитель предпочитает выпускать новомодный материал в виде плитки или обоев, длина которых варьируется от 2 до 2,8 метров. Сфера применения гибкого камня. Все вышеперечисленные качества, дополненные природной натуральностью и высокими декоративными характеристиками материала, позволяют расширить сферу его использования. Он активно применяется для архитектурной отделки фасадов зданий, облицовки внутренних стен в помещениях любого назначения, в том числе и тех, где присутствует повышенная влажность, а также в процессе облицовки декоративных арок и колонн, оформления лестничных ступеней, каминов и барных стоек. Достоинство гибкого камня и его уникальные характеристики. Гибкий камень, купить который может позволить себе строитель любого социального уровня, считается абсолютно безвредным материалом ввиду того, что он не выделяет вредных летучих веществ в процессе его эксплуатации. Гибкий камень характеризуется легкостью монтажа и низкой водонепроницаемостью. Несмотря на то, что его пористая структура позволяет гибкому камню быть паропроницаемых материалов и низкую склонность к горению. Легкость. 3-4 кг на метр квадратный, признанная одним из главных достоинств гибкого камня, позволяет его использовать в процессе отделки фасадов жилых зданий и помещений, а также для защиты несущих конструкций. Антистатические свойства также нельзя оставлять без внимания, так как они обеспечивают материалу легкость и уход и отсутствие необходимости специализированных мероприятий по уходу. Длительный эксплуатационный срок и приемлемый уровень цен, достигнутый за счет увеличения количества компаний, занимающихся производством и поставкой гибкого камня на строительный рынок. Высокая пластичность, убедиться в которой можно в процессе воздействия на камень даже невысоких температур, в процессе чего он продемонстрирует способность принимать различные конфигурации. Светопроницаемость. Обеспечивает материалу уникальные декоративные характеристики, благодаря которым гибкий камень можно использовать в процессе создания интерьеров с уникальным светодизайном. Технические характеристики материала.
Поставка гибкого камня осуществляется в виде плит или настенных обоев, характеризующихся различной шириной и длиной. Наиболее распространенными являются следующие материалы для длины: 5 на 60, 20 на 30, 60 на 30, 80 на 40 и 260 на 130 см. Кроме того, отдельные компании занимаются производством материалов по индивидуальным размерам. Для резки камня достаточно использовать просто строительный нож или ножницы, в процессе резки которыми не происходит образование трещин. Кроме того, используя данный способ, можно добиться любой необходимой вами конфигурации материала. Основные технические характеристики камня: эластичность, природная фактура и гибкость, легкость, о которой свидетельствуют ее показатели 3-4 кг на квадратный метр, абсолютная нетоксичность и негорючесть, широкий диапазон эксплуатационных температур от 45 до 650 градусов, высокая морозостойкость, монтаж на поверхность любого характера. Технология монтажа гибкого камня, особенности и малоизвестные нюансы. Монтаж гибкого камня во многом напоминает наклеивание обойного полотна. В процессе работы вам понадобится зубчатый шпатель, строительный фен и резиновый валик. Непосредственно для крепления на стену используют специализированные смеси на основе клея, а также растворные смеси, предлагаемые специализированными строительными магазинами и фирмами-производителями. Перед тем, как приступить к монтажу материала, необходимо убедиться в том, что монтируемая поверхность абсолютно ровная, без каких-либо изъянов и шероховатостей. Если поверхность не отвечает указанным требованиям, необходимо уделить должное внимание ее предварительной подготовке, которая заключается в следующем. Монтируемую поверхность тщательно очищают от всех имеющихся загрязнений и влаги. Если она характеризуется наличием различных неровностей, то перед непосредственным монтажом, помимо ее очистки, необходимо произвести выравнивание, для которого используют специальные выравнивающие смеси. Клеевые составы наносят на стену или на поверхность плитки с помощью зубчатого шпателя. Если клей необходимо нанести на поверхность большого размера, специалисты советуют использовать ровный шпатель, после чего нанести дополнительные бороздки посредством зубчатого шпателя. Неровности используемой фактуры смеси обеспечивают дополнительное сцепление материала с поверхностью стены. Монтаж плиток гибкого камня или обои может осуществляться как в стык, так и внахлёст. Первый способ монтажа позволяет получить бесшовную поверхность. В данном случае излишки материала удаляются с использованием острого ножа, а грунтовка и обработка стыков осуществляется с помощью отреза гибкого камня. Если крепление плитки осуществляется вторым способом, то одним из этапов монтажных работ должна стать заделка швов, осуществляемая после полного высыхания клеевой смеси. Для этого специалисты рекомендуют использовать молдинги, которые представляют собой декоративные литые детали в виде литых планок, и заполнить оставшиеся просветы клеевым составом. Стоит отметить, что наиболее выгодным является бесшовный способ укладки гибкого камня своими руками, обладающий наиболее эффективными декоративными характеристиками. В процессе его монтажа необходимо использовать строительный фен, необходимый для разогрева краев гибкого камня. В процессе данного мероприятия можно легко изменить конфигурацию плиток, вследствие чего гибкий камень можно использовать для отделки колонн, арок, а также поверхностей, имеющих сложную геометрическую конфигурацию. Специалисты советуют начинать укладку плитки от верхнего угла, что обусловлено возникновением необходимости обрезки плитки, которую впоследствии лучше использовать в самых незаметных местах. Плитку прикладывают к поверхности стены, после чего плотно прижимают и укладывают следующую плитку. И также продолжают до тех пор, пока вся поверхность не будет выложена гибким камнем. В случае возникновения необходимости плитку подбивают молотком для придания ей большего сцепления с поверхностью. Для того, чтобы провести качественную облицовку углов, вам необходим строительный фен, с помощью которого греют полотно на углу сгиба плитки, после чего его заворачивают и плотно прижимают деревянным шпателем, что обеспечивает наиболее плотное прилегание материала. Если в процессе данных работ образовались трещины,
Заделать их можно с помощью бесцветного акрилового грунта, предназначенного для минеральных поверхностей различного происхождения и проникающего вглубь трещины. После нанесения грунтовки залом можно зачистить гибким камнем, а в случае возникновения необходимости повторно нанести грунтовку. Завершив монтажные работы мероприятия и дождавшись полного высыхания клея, поверхность плитки обрабатывают специально предназначенным для этого гидрофобным составом, предназначенным для защиты поверхности от агрессивных воздействий внешней среды и излишней влаги. Состав наносят на поверхность с помощью валика или широкой кисти. Поверхность, оформленная гибким камнем, характеризуется высокой эстетичностью и отличными декоративными качествами, что позволит создать в помещении атмосферу домашнего уюта и гармонии. Как использовать гибкий камень в интерьере? В интерьере квартиры гибкий камень, цена которого оправдана его высочайшим качеством, может применяться в самых различных направлениях, что обусловлено его высокими эксплуатационными характеристиками. Он способен полностью заменить привычную плитку, которая давно наскучила и перестала впечатлять особо требовательных потребителей. Наиболее успешным стало его применение для отделки поверхностей, которые характеризуются отсутствием деформаций и более или менее упрощенной конфигурации, будь то штукатуренные стены, металл, пластик или поверхности любого другого характера. Высокая паропроницаемость гибкого камня, благодаря которой в помещении, отделанном гибким камнем, создается комфортный микроклимат, делает его применение уместным при отделке спален и детских. Наличие в структуре гибкого камня акриловых связующих обеспечивает устойчивость материала к агрессивным внешним воздействиям, без нарушения первоначальной конфигурации. Это обуславливает его частое применение в процессе отделки кухонь и других помещений, микроклимат который характеризуется повышенной влажностью. Абсолютная негорючесть материала и отсутствие вредных для организма человека испарений обуславливают его широкое использование в облицовке каминов, а также для отделки помещений, которым предъявляют высокие требования относительно пожарной безопасности. Светопроникающая способность гибкого камня является еще одним преимуществом материала, благодаря которому, используя все прелести новейших технологий, можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Например, поместить светильник под гибкий камень, что создаст в помещении непередаваемую интимную и расслабляющую атмосферу. Приятной новостью для любителей постоянства станет длительный эксплуатационный срок гибкого камня, выбрав который вы можете забыть о ремонте как минимум на 30-35 лет.